Сегодня перебирала свои семена и увидела половину пакетика редиски. Решила сегодня его посадить. Сегодня 13 сентября. Уже как бы и поздно. Попробую все-таки кинуть в грунт. Может быть, что-то и получится. Это редис раннеспелый. Поэтому думаю, что до морозов он успеет дать плоды. Осенний посев редиса немножко отличается от весеннего. Весной грунт очень насыщенный влагой, поэтому мы посеяли россыпью, присыпали грунтом и забыли до прорастания всходов. Осенью же нужно немножечко посеять по-другому. Вот я замочила на 6 часов семена. Они уже набухли. Это семена редиса. И вот эти семена я сейчас буду сеять в грунт. Садила я водичку. И смотрите, они такие крупные стали. И кое-какие семена и полопались. Лопнула полочка. У меня есть вот такой короб. Еще не заполненный. Делалась для клубники. Но не хватило у меня росточков клубники. Поэтому в этом году я этот короб заполнять ничем не буду. И я решила выделить его для редиса. Лунки по глубине примерно сантиметра 2. Между лунками 10-15 сантиметров. Проливаю каждую луночку обильно водой. И раскладываю семена расстоянием примерно 10 сантиметров друг от друга. Чистить не нужно, так как при весенних посадках. Все-таки это осень, уже не те температуры, и поэтому редис буду выкладывать по одному расстоянием примерно 10 сантиметров друг от друга. Редис можно осенью сажать после таких культур, как картофель, томаты, перец. Ни в коем случае не сеять там, где росла редька, дайкон. В общем, семейство вот таких вот редисовых. Оптимальная температура прорастания семян это 15-20 градусов. Вот сейчас температура днем немножко больше 20, ночью опускается до градусов 10. На ночь я буду прикрывать редис пленочкой. Днем пленку буду открывать. Плоды у редиса завязываются только тогда, когда будет короткий световой день. Вот сейчас осенью тоже очень удобное время посадить его. Лучше всего нужно было сеять в конце августа, но я как-то о нем забыла. А это наткнулась, думаю, дай посажу, посею. Хочется еще что-нибудь такого зеленого. Томаты уже отходят, огурцы уже отошли. Я думаю, что все получится. Если вы сеете на огороде после
какой-нибудь убранной уже культуры, там или картофеля, или томатов. Землю нужно перекопать, внести в нее перегной. Можно внести суперфосфаты, удобрение суперфосфатное. Если такого удобрения нет, можно добавить древесной золы. Для редиса нужно будет немножко удобрить. В общем, у меня тут останется еще и на следующий год. В этом году весной я сеяла вот этот редис. Очень хороший был. Такой вкусный, сочный, без пустот. Нам понравился. Закрываю сверху почвой. Примерно сантиметра на 2. Сверху на эту почву, которой я прикрыла, опять лью воду. Обильно лью, чтобы весь короб был мокрый. И сверху по самой лунке притрушиваю слегка сухим грунтом, для того, чтобы в лунке не испарялась влага, чтобы наши семена находились постоянно во влажном состоянии. У нас грунт такой песчаный, одна пыль. Но еще что-то на нем и растет. Арбузы хорошие растут. Дыни в этом году не очень хорошие были, а арбузы замечательные. Они любят песчаный грунт. И весь посев. Сверху прикрыла клееночкой. Сделала вот такой небольшой парничок. Ну, я думаю, все будет нормально. Будем ждать всходов. Может быть, что-то и получится. Не получается только у тех, кто ничего не делает. Правда ведь? Кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока.